Не совсем так, но очень похоже. А как по-настоящему, я расскажу немножко позже. Дня доброго! Сегодня я расскажу о пивном пабе Де Дуле Крит в городе Гент в Бельгии с его знаменитым аттракционом подвешивания башмака под потолок. Иногда его ошибочно считают местом, где появилось знаменитое пиво Квак. Сейчас здесь наливают пиво в подобные бокалы объемом 1 литр 200 миллилитров, которое называется Max Van Het Huis. Здесь возродили традицию обувных заложников. У купившего пива в фирменном бокале забирает один ботинок, помещает в корзину и подвешивает к потолку, а возвращает только тогда, когда клиент выпьет все пиво и не разобьет бокал. А сама история пива Квак уходит корнями в 1791 год, когда хозяин одного из трактиров варил и продавал крепкое пиво. Его частыми клиентами были кучеры почтовых карет, которые не прочь выпить пиво после долгой дороги. Но в то время были законы, запрещающие им оставлять повозку и лошадей во время остановок. И тогда находчивый трактирщик придумал специальные бокалы, в которых стал продавать им свое пиво. Бокалы имели необычную форму. Верхняя часть была в форме расширяющегося кверху сосуда, а нижняя напоминала лабораторную колбу и соединяла их тонкая шейка. Благодаря этой необычной форме пиво не разливалось при тряске, а специальная деревянная подставка позволяла расположить бокал рядом с кучером на повозке. Изготовление подобных бокалов было дорогим удовольствием, а подвыпившие извозчики то и дело норовили присвоить необычный бокал с подставкой. Тут и возникла забавная система залога. Посетитель оставлял в трактире один башмак в качестве залога, который подвешивали в корзине к потолку. Украл, разбил бокал, плати, или иначе иди восвоясь, прихрамывая в одном ботинке. И система работала безотказно. А история происхождения названия пива Квак имеет две версии. Первая по имени находчивого хозяина трактира, которого звали Пауэлл Квак. Ну а вторая, лично мне она более по душе, это название пива появилось из-за звуков, издающих бокалом, когда из него пьешь пиво, очень похожих на звук квак. И я лично в этом убедился. В общем, если будете в Генте и любите пиво, то обязательно сюда загляните. И да, кроме квакающей забавы, здесь подают более 500 сортов пива. Всем новых позитивных открытий.